Да, доброе утро. Фу, ё-моё. Это что-то где-то. Посмотрите на этот рой комаров. Ночь была так себе, как вы поняли. Не спал никто. Кроме комаров, наверное. Сегодня у нас Арктика, так что нужно быть бодреньким. Сегодня выезд в Арктику, да, проезжаем с утра через Форт Макферсон, потом через Интуик, и потом у нас так, это Арктический океан. Так что день будет excited, силы нужны, будем где-то искать, так как сна у нас не было. Ночь была очень веселой, радостной. Комарики нас всю ночь веселили. Имели. Ну, окей. Нам не помогало ничего. Потому что у нас мошка всю ночь кусала. Надо двигаться, надо придумать себе. Да, Гена придумал занятие. Вот это, видите, цепочку перетянуть. Это участь на нас, всех механиков. Нельзя смотреть на технику и что-то не подкрутить. Ребята, ездите на карданах, блядь. Да. Не надо я тоже никуда рекомендую. смотреть, У нас дозаправка в Форт Макферсон, Northwest территории. Тут пацан приехал с Франции. You came from France, right? Yeah, from France, yeah. That's so cool. Yeah, thank Вот you. на этой мандуле. Renault. It's a Renault? Renault, yeah. It's a custom Renault, right? A little... Homemade custom, yeah. Yeah. Вот на такой машинке. Вот тут еще такая. Вот у вас вторая такая. Вау. Я думаю, тоже братик. Are you brother? Hey. Оу. Мы уже 300 километров от Арктического океана, от Северного Ледовитого. Поэтому уже тут настоящие суровые пацаны. Да, покатушек нету. Вон дорога. Дорога ждет. Следующий город это Инуик. Должны быть там через 2 часа. Но до этого мы пересечем речку Маккензи. Это одна из самых красивейших и самая большая река в Канаде. И, по-моему, в Северной Америке вторая после Миссисипи. Так что оставайтесь. Друзья, у нас переправа. Тут полиция нас бережет. Тут паром идет. Этот дирижабль, конечно, трещит. Но если вы меня слышите, я нахожусь в Маккензи Ривер. Ну да, что мы? Мы тоже все в песке. Все нормально. 10-й день уже, когда совсем пофигу. Икис, say hi. Hi! Beautiful day! It is. Короче, отсутствие никотина в моей крови и достаточного сна сделало меня просто в ярость привела из-за того, что они выпустили трак впереди нас. Какого хера? Вот Иначе бы лодку нахуй перевернула. какого? Он должен быть там балансировать все. It's okay. Ну, It's okay. блин. Ты немножко опесочился, да? Вообще я пойду купаться сейчас. Я тоже. Вот и Ленка подъехала. Ну, полностью я себя не снимаю. Там как бы мы без одежи.
Главное, чтобы не медведица. О, ледяная. Фу. Фу. Полностью ледяная. Как ты? Кайф. Водичка. Все репелленты с себя, это прям... Да, это приятно. Мы приехали в Инувик. Инувик это 150 километров от океана. Все немножко уставшие, но настроение задор. Да, мы возвратились в этот магазин, в котором я вам показывал в прошлом году. Это, в принципе, единственный магазин, который тут есть. Там есть KFC. И все. Тут CBC у нас, парикмахерская и госпиталь. Вот такой у нас Инувик. Сейчас я вам покажу цены. Вот тут у нас овощи, фрукты. Давайте начнем. Яблочки $13. 2 огурца 14,50. Картошка $12, это еще по-божески. А вот если более экзотические фрукты, сколько у нас виноградик, они даже не пишут, да, чтобы не пугать людей. $20. Наверное, неплохо за полкило. $9 за паунд. $9 за паунд. Бананы. То есть $20 килограмм бананы. О, арбузы. Вот. Да-да, вам не показалось. $23 за паунд арбуза. Угу. Вот 4 персика за 11. Ну, как вы понимаете, это свежее, хотите свеженькое, тут это будет стоить. А если уже такое что-то холодное, замороженное, то цены уже более нормальные. В раза 2 дороже, чем в Торонто, конечно. Ну, учитывая, где мы находимся. Мы готовы ехать в океан, к океану. 2 часа ехать, 150 километров. Дорога техничная. Мотоциклы, думаю, готовы. Сейчас немножко сбросили веса. Вот здесь остаемся все. Пацаны тоже готовы. Ждем Гену и вперед. Мы уже практически в океане. Осталось 50 километров. И я буду купаться. Надеюсь. Да, ждем ребят. Сейчас Гена с Васей должны тоже подъехать. Вася смотрит за Геной, чтобы аккуратно ехали. Дорога техничная очень. То есть на ногах, вся поездка на ногах. Ноги просто горят, как будто из джима вышел. Так 1,5 часика поездил. И еще так часик, и все, буду отдыхать. И потом еще 3 часика и обратно. Вот такой сегодня день. Хочу вам показать эту дорогу, кстати, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Видите эти шарики? Они просто круглые. Как вот ролики в подшипниках, вот так же колеса по этим шарикам. А потом еще когда луз гравел, теряешься в колее и жопу заносит. И это постоянно. Поэтому приходится на ногах ехать. И с мотоциклом это комары тут, конечно, вы понимаете. Вот, да, ладно, я заканчиваю репортаж, пока меня не сожрали. Трони. И птичка полетела. Ну, друзья, тяжело передать словами мои эмоции. Где-то около 10 тысяч километров. Может, чуть поменьше, чуть побольше, я даже не знаю. Даже не знаю, какой сегодня день. Не знаю, какой часовой пояс. Не знаю, какой день недели. Не знаю, сколько времени. Но знаю, что я приехал. Я приехал в Arctic Ocean. Это город так. Известный город. Маленький, человек 500 тут живут всего. Но это океан. И сразу холодом. Так, нужно держаться тут. Окей, но тут такая дорога, что нужно держаться, ребята. Поэтому, наверное, съемку я сейчас закончу. Везде лед, везде
суровость. Но я здесь! Ура! Итак, как обещали, там где Elevation, в самом центре. Какие-то 600 миль, и я на Северном полюсе. Но плавать я не умею на мотоцикле. Вот так это выглядит, индустриальный город. Одни геологи и те, которые ищут там ископаемые, дриллерс, там все остальные. Популяция очень маленькая, натуральная популяция только indigenous, на 90%. Индейцы. Вот так они живут. Сейчас самый теплый день, сегодня солстис. Солстис — это день, когда солнце ближе всего к земле. А вот залив от океана, еще не океан. Океан будет слева сейчас. Вон он. Вот такой городишко. Само собой, каждый год, когда приходит... Ой, как холодно стало! О, с океана понесло холодом просто. Вау. Вон он, любимый. Смотрите, сколько дерева. Это океаном каждый год приносит дерево, потому что тут свое дерево не растет, естественно. Понимаете, тут вечная мерзлота. Но океан, как говорится, делает свою работу. Паркуется на океане. А вот и самое главное, достопримечательность, знак. Гуляю. Упс, что тут такое? Arctic Ocean. Ну, это, конечно, пипец. Эти чувства, эти эмоции. Эй! Oh, yes! Whoa! Спросите, какие впечатления? Замечательные. Только ног не чувствую вообще. Пока прошелся по льду, потом по снегу. А так просто отлично. Фух. Ура! My God, this is what my friend does. Look how amazing it is. He carves it. I'm just making a seal. I gotta make the neck smaller. And you Every time call it I- Jack. When it's done, call it Jack after me. Hey, Он его I'll назовет write Джеком. it right here. Look, watch, video me. Thank you. Jack. Jack made Yes, it that's to amazing, my talk. friend. That's amazing. Thank you so Right much. here, look, Jack made it to talk. Джек, ты так. Кто это кого? Мечта идиота. Ну, закончим нашу традицию. Вот здесь все стикеры. И тут очень коронное красивое место. Вот тут прям в самом центре вы найдете логово байкера. Если вас как-то занесет чудом на Северный Ледовитый океан. Я каждый раз на него смотрю, у меня просто дыхание, знаешь. Это же... Вот туда вот, вон туда вот. 600 миль. Северный полюс. Это сколько мы в день с тобой проезжаем, Генка? Поедем? Может, в следующем году, да? Туда не поедем. Друзья, особая благодарность, конечно, нашим коням. То, что они проделали... Сколько раз нас теряли контроль. Заднее колесо уводило. В общем, что только не случалось. Но мы здесь, они здесь. Я очень-очень благодарен. Вы знаете, как я люблю технику. Она для меня живая. Вот стоят 4 коня, которые являются причиной, почему мы здесь. Причем так классически. Африка.
тигр, Панамерика, ну и гусь. Классика. Везде вы найдете тут снежные сани. Я думаю, что зимой без них тут жить нельзя. Их оставляют прямо так, прямо здесь. И до зимы. А зимой опять за работу. Тоже получается кони. Just amazing. See you guys. Ну, вроде безопасно доехали обратно до Инувик, где сегодня остаемся. Все немножко уставшие, все немножко подубитые. Ну, такой день, все-таки Арктика. Мотоциклы, можно сказать, вообще в ахере. О, давайте нарисуем мне license plate. Какой license plate я хочу? There you go. Вот такая у меня license plate будет. Ну да, доброе утро. Да. Ночь была, конечно, прохладная, да. Сейчас я покажу, как я одет. Но Василий сказал, у него лучшая ночь за весь трип. Лучшая ночь, там у меня еще матроска. Я давно вот уверен, что время нас скажет. Можешь проснуться сегодня. Еще раз доброе утро. Да, ночь была не очень теплая, но нормально, вроде все проснулись. Кстати, не все, да? Нас же было 4. Сейчас осталось 3. Кису было холодно ночью, и он, по-моему, я слушал мотоцикл часа 4 утра, и он, по-моему, уехал в город. Ну, ближайший город километров 100, так что, в принципе, нормально. Это уже не 500 километров. Да, у нас сегодня планы доехать до White Horse. White Horse километров 500, наверное, не больше. Оттуда мы должны найти какую-то гостиницу, сдать мотоциклы, поставить их на месяц. И сегодня улетаем. Точнее, завтра с утра улетаем. В 5 утра завтра улетаем на самолете домой. А мотоциклы остаются здесь. И прилетаем обратно уже на Аляску. Ну, в смысле, White Horse. Едем на Аляску и делаем правильный тур Аляски. Вот такие у нас сегодня планы. Но есть, как говорится, нюансы. Первый нюанс. Yamaha дилершип, который самый большой дилершип в Юконе, сегодня закрыт, так как сегодня Indigenous Day, день индейцев. Но об этом никто не знал. Мы тут сильно так не справляем этот праздник. Стараюсь связаться с хозяином магазина, дилерской, и попробовать где-то мотоцикл оставить. Больше в городе оставить мотоциклы негде, сториджа нету, больше ничего нету. Если что, консольнем тикеты, полетим послезавтра и сдадим мотоциклы завтра. Вот такие у нас варианты. Посмотрим. У нас сбор. Последнее утро вместе. Сейчас уже Вася на север, на Аляску, мы на юг, на White Horse. А мы пойдем на север, Друзья, мы выезжаем из парка Tombstone National Park, точнее Provincial Park. Немножко грустно. Сейчас нужно встать на дорогу. Да, немножко грустно выезжать из Арктики. Но, зная себя, я сюда еще вернусь. И, наверное, не раз. Очень красиво, очень сурово. Погода меняется каждые 5 минут. Вон опять идет тучка какая-то. Мы ее принимаем с улыбкой, как и все остальное в этой жизни. Через 60 километров мы выезжаем с хайвея Dempster Highway. Люблю этот хайвей сильно, хотя он нелегкий.
Все болит, естественно. Это еще после вчерашней поездки. Сейчас будем разминаться. Но зато такая красота, такое уединение. Ты едешь один, думаешь о своем, в своем мире. Для меня это сказка. До встречи уже на цивилизации. Правильно, друзья, как вы правильно поняли, у нас подкачка колес. Гравейка, конечно, еще будет, но не постоянная. Тут было 4 дня гравейки. Почти 3000 километров. Даже больше. Больше 3000 километров проехали. Сколько? От White Horse до туда это 1600. И сейчас обратно. А по гравийке сколько учили? Полторы? Две. Ровно. 980. То есть 2000. 2000 по гравейке, да. Вот так. В передней мы поставим 36, а в задней где-то 40. Друзья, сделали хайвей. Опять Dempster Highway. Второй раз. Двушечка. Нелегко было. Но с друзьями весело. И все трудности преодолеваются намного легче, когда ты не один. Вот до сих пор висит моя наклеечка. Напоминаю, в самом центре. Будете здесь. Не забывайте отмечаться. У нас приключение только начинается. Сейчас мы едем на Аляску. Не, прямо сейчас. Следующая Аляска. И, в принципе, у нас только половина нашего путешествия. Но в этой точке мы прощаемся с... Ну, не навсегда. И, надеюсь, что очень много раз покатаемся. А с нашим хорошим другом На Василом. сегодня наши пути расходятся, но они еще обязательно сойдутся. Как красиво. Давай, дорогой. Да. Очень было приятно. Спасибо за все. Да, взаимно. Тебе спасибо. Точно не последний раз. 100%. Ну, может, по Демстеру уже не поедем вместе? А я прошу В такое... ближайшее время, по крайней В мере. ближайшее время, да. Есть еще другие маршруты. 100%. Мы будем на связи, обязательно. Да. Обязательно. С Геночкой мы еще продолжаем путь. И нам еще долгий путь. Еще вся Аляска впереди. Нужно желательно мотоциклы помыть. Вот что я скажу. Постираться, мотоциклы помыть, самим помыться. Что-то поесть. Все. И вообще асфальт. Асфальт! Чувствуется совершенно по-другому. Сейчас колеса поднакачали. Фух. Да, переходим в другой режим, потому что там был режим выживания такого, суровости. А сейчас режим такой на полулегке, как бы. Налегке никогда не ездишь, ты все время немножко осознаешь ответственность, но на полулегке, скажем. Вот. Сзади Генка. Вперед! Друзья, помните, в моих прошлогодних видео я вам рассказывал, что застрял при выезде из Dempster Highway в пожаре. Так вот, как вы видите, это последствия этого пожара. Все черное, все обгорелое. Здесь мы ночевали с Олежкой. И, само собой, немножко стрёмно было, потому что все было в дыму, мы не видели, где огонь. Сейчас-то понятно, что происходит. Ну да, вот такие были приключения в прошлом году. У нас маленький перекус, обед в городе Кармакс. Здесь я тоже был с Олегом в прошлом году в этом же ресторанчике. Очень устали с Генкой, убитые просто. 10 тысяч километров за 13 дней. Без остановок, без всего. Особенно все это бездорожье. Все уже просто силы на исходе. И осталось 1,5 часа, и мы уже приедем в White Horse. Поэтому я много не снимал. Когда приедем, надо помыться, постираться. И сегодня пораньше лечь спать, так как вставать нам где-то в 3 ночи. Да.
Немножко громко, сейчас поймете. Мы время зря не теряем. Геннадий тут отмывает своего красавца. Осторожно, осторожно. Пушка тут вообще убийство. Ну что, и что мы имеем? Мы имеем два чистых... Грязь растерли, Ну, мы не грязь растерли, мы очень красиво, хорошо все сделали. Да, они еще пыльные, запахавшиеся, мы их без мыла. Но все шматки грязи вылетели. Главное, колеса теперь чистые и не будет барабанить. Вот, совершенно другой вид. Гена еще смазывает свою цепочку. Вот. Не забыли про моего друга Паттерсона. Стирали, посмотрите, какой чистенький. Между прочим, он был со мной везде. Если так подумать, все где-то 60-70 тысяч километров на этом мотоцикле, который я уже пробежал, я пробежал с ним. Сколько он видел? Так, давайте его поставим. О, да. И посмотрите, какой мотоцикл тоже чистый. Заметьте. Ага. Вот так вот. Генка тоже свой отполировал. Вот, кстати, хотел сказать, это мотоцикл Yamaha Super Tenere, и его хозяин это президент компании Yamaha Canada, который сейчас в отставке, зовут Питер. Очень хороший мужик, мы с ним познакомились и много-много интересных вещей рассказал. Также познакомились с этими ребятами, на КТМ-ках приехали из Колорадо и пригласили меня в Колорадо с ними поехать там оффроуд сделать. Ну, ребята серьезные оффроудерщики, а эти бэксы они взяли только для этой поездки. И сверху, как вы видите, поставили антенну Starlink. Вот, кстати, на будущее. Генка, нам с тобой на будущее. Starlink. Обязательно нужно с собой брать. Это просто сказка. Вот такие у нас новости. О, да, мы помылись, постирались. Такие чистые, красивые. Мотоциклы чистые, красивые. Все чистые, красивые. Сейчас почти уже 11 или 12. Где-то так. Нам вставать в 2 или в 2:30. У нас самолет в 5:30. Нужно будет мотоцикл отвезти с утра. Ну, там уже своя будет церемония. Я к тому, что спать нам не придется сегодня. Чего спать-то? У нас последний день сегодня в полярный день. Так что ночь будет светлая. Вот такие у нас новости. Очень доброе и очень утро. У нас сколько? 2:30, да? На 2:30 утра. И, как вы видите, уже темноватенько. Хотя только меньше, чем неделю назад солнце ходило, когда было в солстис, солнце ходило по кругу и было светло, как я вам показывал. Да, мы перевал коней, как говорится, оставляем коней здесь. Немножко плохо видно, я понимаю, но они здесь. Это Yamaha Dealership в Юконе. Здесь мы договорились оставить их. И сейчас, где-то минут через 15-20, должно быть такси нас подобрать. Вот такие у нас апдейты. У нас сегодня 3 перелета, 3 самолета, 2 этих connections. Так что сегодня будет тоже интересный день. Все. Да, такое ощущение, как будто вот, знаешь, вчера приехали только вот буквально, или там позавчера. И сейчас в голове такое. Всего сколько проехали, сколько увидели, сколько сделали. И сейчас такой идешь просто налегке таком, да? То есть такое, да. Поспали 1 час, но Уставшие просто в мясо. сейчас вообще так бодренько, классно, еще не осознав до конца то, сколько мы прошли и что мы сделали на самом деле, да? И видя ребят в этом кемпе, которые дальше идут, и что им еще предстоит сделать, немножко зависть есть. Хочется обратно. Ну, слушай, я вернулся, я думаю, еще вернусь, и я думаю, это тоже не последний раз. Я присоединяюсь к этим всем чувствам, то же самое, как Ген очень хорошо все сказал. Аэропорт Уайт-Хорса, не то чтобы кишит рейсами, но один есть, это наш. Вот тут народец собирается. Так, кстати, я не знаю, какой самолет, что. Очень рано еще думать, кофе нету, поэтому будем ждать кофе в следующем городе. Контент рождается, самолет наш опоздал на час, у нас пересадка час. Само собой мы ее пропукали, нам дали билет напрямик сейчас в Торонто, и у нас есть пару минут добежать. В общем-то мы сейчас бежим,
в аэропорту в Ванкувере. И вот уже final boarding, все, бай-бай. А мы с Геночкой долетели. Мы уже в Торонто, мы дома. Следующая часть у нас покорение Аляски. Когда мы возвращаемся в Whitehorse, берем наших коней и дальше. А сейчас будем приходить к обеденной жизни. Всего хорошего, друзья. До встречи.